Здравствуйте, меня зовут Сухова Дарья, и мы продолжаем рассказ о том, как работать с дислексией и о том, как вообще сделать ребенка грамотным. Если вы послушаете логопедов и школьных учителей, и дефектологов, все в один голос говорят, что грамотность зависит от фонематического слуха. Это не совсем так. Дело все в том, что попробуйте написать любое слово, которое вы никогда не видели. Как вы его напишете? Вы будете знать, как его написать? То есть, если любого взрослого человека спросить, напиши какое-нибудь слово, да? Если я, например, никогда не видела слово апартеид, я в жизни не напишу, как оно пишется правильно, пока не посмотрю в словарь. Если я его видела, я напишу апартеид и напишу его правильно. Поэтому каждый, кто пишет грамотно, его можно спросить, как он это делает, и практически каждый человек вам скажет, что он именно делает это благодаря тому, что помнит, как выглядит слово. Вот именно эта способность запоминать слова зрительно мы и развиваем нашей методикой глобальное чтение. И именно на этом основано развитие грамотности у детей с дислексией. Обычно логопеды и психологи занимаются с ними именно упражнениями на фонематический слух. Они заставляют детей делить слова на слоги, записывать их слоги в определенном порядке. Еще самое страшное – это звукобуквенный анализ. На самом деле, когда я была маленькая в школе, и моя мама, и бабушки, никто никогда не учил звукобуквенный анализ в школе. И прекрасно писали. Более того, поколение моей мамы и моей бабушки писали очень грамотно все слова, потому что у них был достаточно простой русский язык, им давали очень простые правила и приемы написания слов. Чем дальше, тем сейчас программу по русскому языку сильно усложнили, а дети пишут все хуже и хуже. Потому что как только ребенку объясняют, что слово «заяц» можно написать вместо «я», «а» и краткое, он тоже будет писать «заяц». Да? Вместо «ежик» современные дети пишут «ежик» «е-о-ж-ы-к», потому что таким образом они пишут его в транскрипции. То есть все усложнения про прохождение таким сложным образом русского языка дают только безграмотность, а не грамотность. Если предположить, что грамотность действительно зависит от зрительной памяти на слова, то ребенку следует показывать только слова, которые написаны грамотно. А безграмотно написанные слова будут приводить его в заблуждение. Например, когда нам учитель выдает нашу тетрадку, и в ней много-много помарок сделано учителем и зачеркнуты неправильные буквы, а над ними исправлены и написаны правильно, еще и красными чернилами яркими. У человека вместо того, как пишется слово, запоминается, что я не знаю, как писать это слово, и точно вспомню, что в прошлый раз я написала его с ошибкой. Что же делать нам, чтобы все-таки научить ребенка писать грамотно, особенно дислектика? Первое, как я уже говорила, нужно как можно больше фотографировать разные слова. То же самое мы можем делать со словарными словами. Мы можем делать карточки из словарных слов, показывать ребенку и просить побуквенно их назвать. Очень полезно лепить слова из пластилина. Прям когда ребенок научится быстро лепить буковки, лепить их из пластилина. И закрытыми глазами, нажимая на каждую буковку, называть слово по буквам. Еще полезно такое упражнение. Когда ребенок у вас читает, мы доходим при чтении, он читает вам вслух, достаточно для этого выбрать 2-3 строчки в день, больше не надо. Он читает вам слова вслух, дошел до слова «молоток», например. Вы ему говорите: посмотри, как выглядит слово «молоток», сфотографируй его, запомни его и скажи мне по буквам. Ребенок сначала смотрит на слово, потом называет вам по буквам м-о-л-о-т-ок, молоток. Дошли до следующего слова. Например, это будет слово «капуста». Вы говорите: смотри, как выглядит слово «капуста». Ребенок опять фотографирует и говорит «к-а-п-у-с-т-а». Капуста. Большинство критиков, которые послушают мои рекомендации, сразу скажут, что а как же быть, слова меняются по падежам, по родам, имеют другие еще свойства, когда они существительные, прилагательные.
В общем, столько всяких сложностей в русском языке. На самом деле, когда я работаю со своими учениками, я их прошу запоминать словосочетаниями, сложный случай. Но это уже касается не начальной школы, а средней. Когда они просто запоминают словосочетаниями, как пишутся в словосочетаниях слова. И читают, обращая внимание, обязательно читают вслух, обращая внимание на то, как выглядит слово. Когда мы учим детей так читать и так запоминать, мы приучаем мозг, что при чтении он фотографирует слова и развивается автоматическая грамотность. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, слушайте наши ролики, смотрите их. До новых встреч!